Всем здорово, народ, всех приветствую. Сегодня поговорим о всевозможных и наиболее полезных активностях, которыми вы можете заняться после достижения максимального 80-го левела. И поскольку речь пойдет о кастомном, сервачке Наздор, тут у нас появилась парочка новых фишек, которые, кстати, пропускать я вам не рекомендую. Поэтому присаживайтесь поудобнее, пристегивайте ремешки, и мы начинаем. Значит, самое первое, о чем вы могли, в принципе, не знать, а если даже знали, то тем не менее стоит упомянуть, торговая лавка. Те некоторые из вас, кто когда-либо щупал игру на ритейле, уже примерно представляют, что такое. Появляется отдельный магазин, в котором продается косметика. Ну, то есть различные внешки по типу трансмога, маунты, питомцы, могут продаваться еще игрушки. И покупается все вот это вот добро за специальную валюту, которая либо фармится, ну, допустим, в случае Наздора, дейликами, да, 3 штуки у нас есть ежедневные, и при этом еще в начальных числах каждого месяца вам насыпает прям такое солидное количество этих жетонов, жетоны торговой лавки. Но на Наздоре пошли еще дальше и решили расширить функционал торговой лавки. Соответственно, за каждый дейлик мы еще получаем репутацию торговой лавки, она здесь называется известность. И вот за прокачку репутации торговой лавки нам накидывает, вот что самое-то полезное, ну очень солидное количество ресурсов. Опять же, если мы откроем книжку персонажа, у нас в общих способностях можно будет найти вот данную способность, в которую мы нажимаем, видим текущий уровень нашей известности и награду за достижение следующего уровня. И вот награда, которая вам сыпет за эту известность, реально смачные, вкусные и так далее. Ну, то есть там может упасть как 40 тысяч очков чести, там 200-100 очков арены, ну, не знаю, 500 вневременных монет, может насыпать 20 эмблем льда. Ну, в общем, вы понимаете, различные валюты просто за каждый левел известности вам насыпают в карман. Поэтому я вам настоятельно рекомендую за каждого вашего персонажа, если у вас их несколько, каждый день чекать квесты торговой лавки. Там бывают как и супер простые, по типу отдать честь стражнику Орды или Альянса, там, Оргриммара, Штормграда, то есть буквально квест выполняется за несколько секунд. Ну, так и, конечно, бывают квесты посложнее, там, по типу убить одного рейдового босса. Ну, в любом случае, ничего сверхъестественного в этих квестах нету. Можете скипать их, допустим, делать не 2, не 3, можете делать только 1 квест ежедневно, они все равно меняются. В любом случае, выполняйте то, что вам кажется самым простым, самым быстрым, самым несложным, лутайте за это как и валюту торговой лавки, за которую потом можете трансмог и маунтов покупать, так еще и фармите известность. Она, кстати, тоже супер быстро получается, по крайней мере, первые там 5, 6, 7 уровней известности вы нафармите за несколько дней как раз таки. А именно в это время вы максимально требовательны в ресурсах. Вам хочется валюты подзаработать, и поэтому первые квесты как раз таки вам эту возможность предоставляют. Кстати, если вдруг кому будет полезно, иногда падают квесты на рыболовство, по типу выловить 20 рыбок из косяков Нордскола. Во-первых, вам не нужно прокачивать навык рыболовства, достаточно просто его изучить и с навыком 1 сразу полететь на Нордскол. Проверял лично, работает. И при этом не обязательно вылавливать именно из косяков рыбу. Достаточно просто в любом водоеме Нордскола встать, можно даже в Даларане, по-моему, из фонтана, и 20 рыбешек наловить. Ну, то есть квесты на рыболовство тоже достаточно простые, достаточно быстрые, поскольку не нужно для этого фармить навык в профессии. Народ, если вы ищете рабочие аддоны по 3.3.5, которые будут и на Циркле, допустим, и на Вармейне, и на Наздоре пахать, то, соответственно, переходите в мой телеграм-канал, там у меня закрепленный пост по аддонам, я туда приложил, соответственно, зипник с аддонами, которые использую, и ссылки на видосы обзорные, где я рассказываю, какой аддон за что отвечает и как их настраивать, соответственно. Ну и, понятное дело, в ТГшке у меня все анонсы о стримах, дополнительная информация, короче, там точно ничего не пропустите, поэтому переходите на телегу, подписывайтесь. А если вас интересует дополнительный контент как по WoW 3.3.5, так и, возможно, по ритейлу, и вы хотите поддержать мой канал копеечкой, то приглашаю на свой бусти. Там у меня скопилось уже больше 60 видосов, различные гайды по классам, гайды по настройке аддонов интерфейса, соответственно, и также присутствует личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Буду рад вашей поддержке на бусти, поэтому переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Перед тем, как пойти дальше вот в эти вот широкие темы, я вам расскажу про фишку, которая будет супер полезной, опять же, если вы играете не только за одного персонажа, а за нескольких. Короче, репутация на Наздоре привязана к аккаунту, а не к персонажу. То есть, если вы прокачали, допустим, условно репутацию с черным клинком на одном персонаже до превознесения, на всех ваших других персонажах она также будет в, соответственно, степени превознесения. Не нужно будет дополнительно что-то делать. Ну и опять же, самые смышленые, да, уже догадались, как это можно обузить. Например, если нам нужно быстро прокачать репутацию, но эта прокачка ограничивается, например, только 3 дейликами в день, вот по типу как вневременный остров, но о нем мы чуть позже поговорим, можно делать дейлики на несколько
нескольких персонажей. И, допустим, если у вас один персонаж, и вы условно в день можете получить 1000 репутаций, если у вас 2 персонажа 2000, если 3 персонажа, то 3000. Поскольку эта самая репутация распространяется на всех ваших персов, и качая за одного, вы качаете у других, и наоборот, соответственно, качаете, репутацию в рамках аккаунта. Ну, в общем, тут все понятно. Так вот, если вы такой базовичок, амбассадор аддона 335, который любит качать репутацию с различными фракциями, там вот эти вот хадиры, черный клинок, вот этот святой авангард священный, как он там называется, даже не помню. Ну, я вам не буду просто в очередной раз рассказывать, как это именно делать, просто вбиваете там в браузере прокачать репутацию с черным клинком, и вам гайды выпадают. В принципе, можно качать с ними, да, вот эти все репутации на одном персонаже, это будет в рамках аккаунта распространяться, и получать за это там рецепты, чарки различные и так далее. Вот типа я лично этим не занимался, это не самый эффективный способ повышения, соответственно, мощи нашего персонажа. Поэтому, если вам надо, то, в принципе, качайте. Да, вот лично я не люблю это делать. Поэтому, идем дальше. Смотрите, у нас, опять же, самая насущная тема, да, это как апнуть 180-й итем левел для экипировки нашего персонажа, чтобы появилась возможность регать героический поиск подземелий. И вот каким образом можно вот этот 180-й гир максимально быстро, опять же, нафармить? Я вам рекомендую отыгрывать БГшки. Как минимум одну БГшку, одну победу в день вам нужно делать, потому что вам капает 25 очков арены. А за 50 очков арены вы уже можете купить 200-ю PvP-шную шмотку. Соответственно, за 2 дня, за 2 победы буквально на БГшках вам один из элементов экипировки падает в карман. И вот поверьте мне, затраты ваши по времени на получение 180-го гира через PvP экипировку, по крайней мере, какую-то часть, да, но они гораздо быстрее. Так что если вам прям вот капец время не жмет, можете отыграть одну БГшку в понедельник победить, вторую БГшку победить во вторник, и все, и у вас уже одна шмотка к 200-й есть. Это приятно. Кстати, если продолжать тему про очки арены, то еще одна фишка, про которую не все знают, я вот сам недавно узнал. Каждую неделю вам нужно отыгрывать 10 арен. Либо 2 на 2, либо соло-кью. Потому что в конце недели, а именно в пятницу, вашему персонажу прилетает за 10 отыгранных арен, опять же, очки арены. Если вы отыграли 9 арен, вам ничего не прилетит. Но если вы отыграли 10... будет плюс кэш. Еще раз подчеркну, нужно отыграть арены, не обязательно побеждать. Вот типа лично я как делал, да, находил просто тиммейта, мы с ним регали двойки, 10 игр проигрывали, но это не важно, потому что в пятницу нам все равно прилетит там 230 очков арены, а это вы сами считаете, сколько шмоток уже. Учитывая, что первая базовая 200-я шмотка стоит всего лишь 50 очков арены, это очень мало. Поэтому победы и поражения, в принципе, здесь не важны, они влияют только на ваш рейтинг, а от рейтинга уже увеличивается, соответственно, количество очков арены, которые вы получаете. И вот прирост очков, которые вы получаете, по-моему, начинается только при достижении рейтинга в 1200 единиц. Ну, короче, это нам сейчас не главное. Я говорю, отыгрывайте 10 каточек до пятницы каждую неделю и будете получать очки арены себе на баланс. Тоже будете потом его тратить, эффективно покупать шмотки. Супер приятно, супер вкусно. Кстати, если еще дальше продолжить тему и говорить уже про 213-е шмотки, то вы можете получать их за победы на озере Ледяных Оков. Все вы знаете, что если вы побеждаете на озере, получается одна эмблема. Если вы апаете себе максимальное звание во время этой битвы и побеждаете, вам на баланс капает 3 эмблемы, вот эти 3 значка. И, соответственно, за эти значки можно будет потом впоследствии покупать 213-е шмотки, которые, ну, такие достаточно вкусные для PvP-шеров, прям супер приятные. Но как бы здесь пунктик с оговорочкой, поскольку сейчас за сторону вот Альянса победить на Ола просто невозможно, если это только не какая-то ночная сессия, где людей за аликов и за Орду примерно одинаковое количество, тогда вот, да, байки про то, что ночью Альянс побеждает на Ола, они существуют. Но вот днем, там, вечером, утром, да, вот в стандартные такие часы игры, я ни разу не видел, чтобы Альянс победил на озере Ледяных Оков. Вот тупо ни разу. Поэтому, если вы играете за Орду, то можете спокойно регать озеро Ледяных Оков, да, и квестики выполните, и очки пофармите, и победа у вас точно будет 100%. Вот, а если вы за Альянс играете, ну, конечно, вы можете проверить, да, и регнуть Ола, но я вам так скажу, победы не ждите. Вневременный остров. Тоже локация, с которой нужно немножко разобраться. Тут у нас есть дейлики. Дейлики от фракции Дозорное Времени. Это 3 дейлика, которые вы получаете у Гномихи. И 1 дейлик вы получаете у Дракона, который стоит возле набережной и закидывает вас вот в этот вот временной коллапс, требуя убить несколько драконов, короче, черных. Ну, в общем, это уже другая совсем история. 4 дейлика на репутацию с Дозорными Времени. И также еще, по-моему, 3 или тоже 4 дейлика у Императора Шао Хао. Это 2 отдельные фракции и, соответственно, 2 разные абсолютно стези
стези наград, которые вы можете у них получить. Так вот, награды у дозорных времени, а именно у гномихи Хроме, гораздо сочнее, чем награды у императора Шаохао. Но и прокачать репутацию с дозорными тоже гораздо сложнее, поскольку эта репутация ограничивается 4 деликами в день. Вы также можете, да, создать себе второго персонажа и делать уже, допустим, 8 деликов в день, учитывая, да, что репутация на аккаунт распространяется. Или еще есть возможность покупать жетоны репутации, которые вы также можете прикупить за эмблемы льда и прокачать репутацию с дозорными временем. И вот награда уже за это реально солидная. То есть это вот и оружие, и кольца можно себе купить, и также за превознесение с дозорными временем появляется возможность вырезать дополнительные гнезда, как в кольцах, так и в оружии, что супер приятно выглядит. А вот если мы говорим про императора Шаохао, там уже награды за прокачку, ну, похуже. Там можно плащ купить, тудым-сюдым, не так важно, можно и альтернативы найти, но зато репутация с ним максимально быстро качается. Опять же, можно качать себе и репутацию с императором Шаохао, и одновременно при этом фармить вневременные монеты. Просто для этого в чате в поиске спутников либо сами создаете, либо ищите группу по фарму вневременных монет, и там уже поймете, куда бежать, вам все объяснят. Короче, на споты просто приходите и начинаете там час-два подряд просто мочить мобов, опять же, качая репутацию и при этом параллельно зарабатывая монетки. В принципе, на этот вневременный остров можно идти сразу же, как только вы достигнете 80-го левела. Ну, единственное, что вам сначала будет немножко тяжело в соло, по крайней мере, эти делики завершать. Я не сказал невозможно, я сказал просто чуть дольше, из-за того, что чуть больнее вам от мобов прилетает. Но если вы уже апнули себе где-то 180 гир, спокойно все эти делики закрываются в соло, вам не потребуется ни тиммейт, ни группы, там вообще никто вам не нужен, можете просто прибегать, да и там пассивно вот эти 4 делика в день выполнять. И вот мы, допустим, добрались до 180-го и там левела, начинаем регать героические подземелья Лич Кинга, там лутаем какой-то шмот, уже 200-й себе гир имеем, найс, отлично. Нам для PvE контента необходима покупка 2 элементов из сетового комплекта. Соответственно, 2 Т7-1 комплекта нам сейчас доступны. Это нагрудник и перчатки. Опять же, вы могли наблюдать, как сейчас в поиске спутников, например, либо собираются рейдовые пачки, либо какие-то статики в гильдии набираются, и там постоянно народ пишет 2 Т7, 2 Т7, 2 Т7. Соответственно, о чем это вообще речь для тех, кто не знает. На Ноздоре добавили кастомные, PvE-шные сеты для каждого класса и для каждого спека, соответственно. И даже есть разделение между ДПСерскими сетами и танковскими. То есть, условно, Blood DK ДПСер, да, это один комплект, а Blood DK танк — это уже совсем другой комплект, который будет иметь совершенно другие бонусы. Но в любом случае фармятся данные комплекты одинаково. Вы должны нафармить достаточное количество осколков льда, подойти к торговцу, ну там за Орду, за Альянс, они в разных точках находятся, показываю вам, где стоит торговец за Орду, и купить себе сначала вот такие вот баджи на покупку уже конкретных предметов. А вот потом с этими баджами бежите уже к другому неписью и у него покупаете конкретные понравившиеся вам варианты экипировки. Опять же, повторюсь, здесь главное не перепутайте, поскольку присутствуют разные варианты. И дамажные там, и для танка, и для хилов, соответственно. И вот когда вы прикупили себе 2 сетовых элемента, вот у вас уже есть бонусы, нафармили там 200 гир, зачарили все свои предметы, засунули туда камушки, вы готовы к рейдовому контенту. И можете уже либо сами собирать рейды, либо через поиск спутников искать пачки, которые сейчас побегут, либо в статики, в гильдовские вступать, либо в принципе в гильдию, которые иногда проносы делают. Ну, в общем, понимаете, уже открытое поле для рейдового контента, и там уже только вперед-вперед, долби, как говорится. Итак, давайте подытожим самый эффективный, по моему мнению, пул действий по достижению 80 уровня. Первое. Торговая лавка. Ежедневно чекаем квестики, выполняем, фармим себе как и торговые жетоны ради трансмога, так и, соответственно, различную валюту в больших количествах за повышение уровня лояльности. Второй пунктик. Всегда помним про фишку с репутацией, что она качается общая на аккаунт, а не привязана к персонажу, поэтому за одного, за второго, за третьего перса, когда вы все качаете, делаете, это у вас идет в плюс для всех. Третий пункт, соответственно, чтобы быстро апнуть 180 гир и пойти уже регать героические подземелья Лич Кинга, можно немножечко схитрить и прикупить себе, допустим, какой-то шмот на аукционе, либо пофармить очки арены, очки чести за первую победу на БГ, за 10 арен, сыгранных в неделю, потому что в пятницу накидывают очки, соответственно, и можно порегать Ола, если вы Орда. Если вы не Орда, Ола можно не регать. Четвертое. Можно фармить вневременный остров, конечно, еще и до достижения 180-го гира, но супер комфортно это будет начинаться именно примерно с этих значений. Соответственно, вневременный остров, после достижения 180-го гира погнали поиск героических подземелий, фармим себе как и шмотки к 200, так и, соответственно, эмблемы льда. А вот за эмблемы льда можем уже себе прикупить и 2 Т7-1 комплекта, и жетоны репутации, если она нам нужна, опять же, для прокачки дозорных времени, чтобы купить себе там кольца, двуручки, там всякие одноручки, мощные пушки, там вот это вот все бим-бим-бам-бам, Gangsta Paradise. Вот так вот. После чего прокачиваем себе еще профессии, чарим шмотки, вставляем сокеты, и у нас персонаж готов максимально к рейдовому контенту, можно жестко делать и бомбить дальше.
На этом видос заканчиваю, народ. Если что-то забыл упомянуть или про что-то мало осветил информация, пишите в комментариях, все почитаем, разберемся, будем все это шуршать, соответственно. Но еще раз вам напоминаю про свой ТГ-канал, где все анонсы о стримах, зипники с аддонами, дополнительная информация, это все в ТГшке вы можете найти. Ну а на этом я видос сегодня заканчиваю. Всем желаю удачи, всем прогрессии в ПВП, в ПВЕ, всем на сегодня. Пока!